Тишина. Абсолютная тишина. 252 миллиона лет назад. На планете только что произошла катастрофа. 96% всех живых существ мертвы. И в этом мертвом мире из Земли вылезает маленькое существо размером с кошку. Никто не знает, что это. Начало 180-летнего правления. Начало величия. Начало эпохи, когда из маленькой ящерки родятся короли весом 100 тонн. Но вот что странно. 180 миллионов лет — это дольше, чем весь период существования человека. Динозавры правили в 1000 раз дольше, чем люди существуют на Земле. Но потом все кончилось за один день. За один день 75% всех видов вымерло. За один день величие обратилось в пыль. И сегодня я покажу тебе, как это произошло и что это значит для нас. Если ты готов спуститься на дно времени и узнать самую невероятную историю в истории Земли, оставайся с нами. Это того стоит. Закройте глаза. Представьте, 252 миллиона лет назад. Вы стоите на пустой земле, вокруг мертвые скалы, мертвые деревья. Растительность еле дышит после пермского вымирания. Воздух горячий, душный. И вот из травы вылезает существо. Эораптор. 2 метра, глаза как бусины. Хищник. Это не король, это просто выживший, как и ты сейчас. Первый известный динозавр появился именно в этот момент, 228 миллионов лет назад. Эораптор — маленький охотник, который никого не впечатлял. Но потом, 230 миллионов лет назад, произошло что-то странное. Климат начал меняться, вулканизм усилился, и в этом стрессе динозавры начали расти. Платеозавр. 8 метров, 2,5 тонны. Потом появились первые хищники-гиганты. Синотарзус, 7 метров. Они были прямые, стройные, сильные. Они показали направление эволюции. Вверх. Раньше ученые думали, что динозавры — это просто медленные ящерицы. Большие, медленные, глупые. Но это была ошибка. Знаете ли вы, брахиозавр был так велик, что его голова была выше, чем 4-этажный дом. Так тяжел, что его сердце билось, как взрывающийся мотор. То он был так силен, что его собственная мощь грозила разорвать тело изнутри. Кровь приливала к мозгу от гудящей волны энергии. На самом деле динозавры — это не рептилии в смысле ящериц и крокодилов. Они теплокровные, быстрые, умные. Они имели 4-палые лапы, прямая осанка, острый ум. И это была великая разница. 201 миллион лет назад. Конец Триаса. Еще одно вымирание стирает 76% видов. Но динозавры снова выживают. Они прошли естественный отбор. Они готовы. Начинается Юра, и это золотой век. Климат теплеет. Углекислый газ в атмосфере в 3-4 раза выше, чем сегодня. Растений столько, что хватит сотни голодных животных. И динозавры начинают заполнять весь мир. Брахиозавр 25-30 метров, 100 тонн, в 10 раз тяжелее слона. Апатозавр, диплодок, тоже гиганты. Но травоядные — это только половина истории, потому что туда же пришли охотники. Аллозавр 9-10 метров, 2,5 тонны. Загнутые зубы для удержания добычи, когти, кинжалы. Мозг больше, чем у всех других хищников до него. Охота за добычей весом в 30-40 тонн. Животное, которое ты видишь издалека, которое не может быстро бежать, но которое может убить тебя одним ударом хвоста. Аллозавр охотится со стратегией. Преследование, истощение, смертельный укус. Это не просто убийца, это охотник. 60 миллионов лет без катастроф, без войны за ресурсы. Это время красоты, величия, совершенства. Динозавры достигают пика своего разнообразия и мощи. Это время, когда маленькая кошка с Триаса стала королем всей планеты. Но золотой век не вечен, ничто не вечно. 145 миллионов лет назад климат начинает меняться. Вулканы просыпаются, углекислый газ падает, растения меняются, и динозавры меняются вместе с ними. Появляется новый хищник, новый проект эволюции.
И он будет еще более совершенным, чем аллозавр. 145 миллионов лет назад. Начало мела. Климат становится жестче. Вулканизм диканских траппов в Индии выбрасывает газы. Уровень кислорода падает. Условия становятся хуже. Но вот парадокс. Хуже условия — разнообразнее динозавры. Трицератопс с 3 рогами. Анкилозавры в броне, похожие на боевые танки. Парасавролафы с гребнями на голове, которыми они издают звуки. Это не просто животные. Это специализированные боевые машины. И в позднем меле, в последние 20 миллионов лет, появляется она. Тиранносаурус рекс. 12-13 метров, 8-14 тонн, укус силой 12-30 тонн, обоняние в 200-400 раз острее человека, зрение бинокулярное, как у птицы, мозг в 6 раз больше, чем у аллозавра. Тирекс не самый крупный динозавр. Брахиозавр в 6-10 раз тяжелее, но Тирекс — это идеальное оружие. Совершенство эволюции за 180 миллионов лет. И последние 3-4 миллиона лет мела — это эпоха экстремальных форм. Динозавры на пике своего разнообразия, на пике своей опасности, на пике величия. И так они правили миром. 66 миллионов лет назад. Конец мела. Граница мелового периода. Астероид. Диаметр 11 километров. Скорость 20 километров в секунду. Удар в современном Мексиканском заливе. Чиксулуб. Энергия взрыва в 10 тысяч раз больше, чем Хиросима и Нагасаки вместе. Пыль и дым поднялся в стратосферу. За несколько месяцев — сумерки. За несколько лет — холод, голод, мрак. Растения умирают без света. Травоядные не находят пищи. Хищники едят друг друга. 180 миллионов лет величия за один день обращено в пыль. 75% всех видов вымирают. Динозавры, которые правили планетой дольше, чем люди существуют, исчезают за считанные годы. Но не совсем исчезают. Потомки маленькой трясовой ящерки летают. Эти птицы выживают. От маленького к великому, от великого к пыли, от пыли к небу, от неба к нашим дням. Динозавры правили планетой 180 миллионов лет. Они адаптировались к любым условиям. Они были сильнейшими. И все равно вымерли за один день. Это не история о том, кто больше и сильнее всегда побеждает. Это история о том, что в природе нет чемпионов навеки, нет величия, которое не может быть свергнуто. Динозавры показали нам, как вырасти из маленького в великое. Они показали нам величие эволюции. И они показали нам хрупкость даже самого большого достижения. Мы тоже маленькие на фоне истории. Но мы — потомки тех птиц, которые выжили. И нам есть чему учиться у динозавров. Если ты хочешь узнать, как эти птицы стали млекопитающими, если ты хочешь узнать, как млекопитающие завоевали мир, если ты хочешь узнать, как один из них стал нами, подпишись на канал прямо сейчас и нажми колокольчик. Следующая серия выйдет на этой неделе, и она будет еще более невероятной. Спасибо, что был с нами на вершине времени. Это была правда.